Мои дорогие подписчики и гости моего канала, канал Светланы Лосевой, канал о вязании. И сегодня я хочу продемонстрировать вам вот такой берет, который довольно-таки связан объемными такими пышными столбиками, связан он спицами. Вот. На объем головы я вязала 56-58. Вот такой беретик. И хочу вам сейчас показать, как он смотрится на мне. То есть зеркала у меня перед собой нет. Так, вот так. Вот так он смотрится на мне. Вот так он. Я вам демонстрирую. Без зеркала. Ну, вот так как-то. Как-то вот так. Вот. И сегодня я проведу мастер-класс, как его вязать. И если у вас будет желание, давайте свяжем такой беретик. Вязала я этот беретик вот из такой пряжи Ализе Суперлана миди с пайеточками. Он такой, видите, блестит. Вот, смотрите, как он сзади смотрится. Вот так он сзади смотрится. Вот так он сбоку смотрится. Носить его, конечно, можно кто как привык. Вот так он смотрится спереди. Как видите, теплый объемный берет. Просто незаменим. Сейчас наступает холода. Пришли, наконец-то, холода. Не знаю, наконец-то, или радоваться этому, или огорчаться. Вот, буквально вчера была прекрасная теплая погода. А сегодня воет ветер, с моря дует, холодно, на улице не выйдешь. Ну что ж, давайте начнем вязать. Если вам понравился мой берет, не забудьте поставить лайк под видео. Сегодня мы будем с вами проводить мастер-класс вот по такому объемному берету. Берет связан на 2 спицах, сразу говорю. Пряжа у меня ушло чуть больше 1 моточка. Пряжа Ализе. Пряжа Ализе миди Пулу. Я немецкий изучала. Суперлана Ализе миди Пулу. В этой пряже в 100 грамм 150 метров. С пайетками пряжа, такая интересная, толстая. Вязала я спицами номер 4,5 и спицы номер 5. То есть резиночку 4,5, а дальше вот этот объемный наш узорчик я вязала спицами номер 5. И здесь в макушечке снова перешла на 4,5. Вы знаете, вы можете эту резиночку начать вязать даже с 3,5. Будет, как говорится, даже еще интереснее, более тугая будет, да? А так достаточно резиночки получилось. Я продемонстрировала вам, как она сидит на мне. Вот. Ну а сейчас давайте начнем мастер-класс. Вязание начинаем с набора петель. Набираем 85 петель. Я уже набрала 20, 21 обычным способом. 22, 23, 24, 25. Продолжаем. 26. Первый лицевой ряд мы вяжем следующим образом. Смотрите, лицевую мы снимаем, не провязывая нить за работой, изнаночная. Опять резиночка у нас идет 1 на 1. Лицевую снимаем, не провязывая, изнаночная. Лицевую снимаем, не провязывая, изнаночная. Смотрите, это лицевой ряд у нас идет с вами. А в изнаночном ряду мы будем провязывать их как обычная резиночка. То есть, как смотрят петли, лицевая, изнаночная, да? Лицевая, изнаночная.
Продолжаем до конца ряда. А в изнаночном ряду резиночка наша будет вязаться, как я уже и сказала, просто как лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот так получается такая довольно тугая резиночка, значит, мало растягивающаяся, что очень немаловажно для того, чтобы вот эта резиночка облегала голову, да, смотрите, на лицо у нас вот так она будет смотреться, на лицо. Ну, довольно интересная резиночка. Вот, давайте продолжим вязать. Высоту сделаем с вами 7 сантиметров эту резиночку. То есть сейчас я вам еще раз показываю изнаночный ряд, как мы вяжем, как обычную резинку, лицевая и изнаночная. Вот так. Обратите ваше внимание, что с изнаночной стороны, когда вы провязываете, смотрите, вот эту петлю изнаночную, я ее делаю за заднюю стенку, чтобы у нас получилось то есть, видите, лицевой провязывали, изнаночную я делаю за заднюю стенку, чтобы красивый получился вид с лица, чтобы были идеальненькие, такие ровненькие. Вот видите, по лицу у нас вот так смотрится резиночка. Вот так она смотрится. И по лицу, смотрите, то же самое. Я делаю за заднюю стенку. Вот смотрите. Видите, я снимаю лицевую за заднюю стенку. Я снимаю лицевую за заднюю стенку. Снимаю лицевую нить за работой, за заднюю стенку. И в результате у нас получается вот такой идеально ровная резиночка. И такая она туго растягивающаяся. Она будет держать форму лучше, чем обычная резинка 1 на 1. Итак, мы провязали 7 сантиметров резиночкой. И теперь с изнаночной стороны будем делать прибавки, для того, чтобы перейти к основному узору. Прибавки. Прибавочки будем делать следующим образом. 3 петли провязываем без прибавок, в 4-й прибавочка. Из 1-2 вывязываем. Вот смотрите, что у нас получается. Значит, я начала с прибавочки, из лицевой связала 2 петли. Затем у меня шла изнаночная, лицевая, изнаночная. И снова в 4-ю петлю из 1 лицевой я делаю 2 петли. Опять изнаночная, лицевая, изнаночная. И из 1 лицевой я делаю 2 петли. Смотрите, я не снимая, вот так за переднюю стенку еще одну вытягиваю. Вот так. И далее идет у нас изнаночная, лицевая, изнаночная. И снова прибавочка. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И снова прибавочка за переднюю стенку. И так до конца ряда. У нас должно с вами получиться на спицах 105 петель мы должны прибавить. Должно получиться 105 петель. То есть у нас прибавка составит 20 петель. Раппорт нашего основного узора будет составлять 3 петли и 4 ряда в высоту. Продолжаем. Мы сделали с вами прибавки. И последнюю прибавку, которая у нас должна быть вот в 4-ю, такую сказать, в 4-ю петлю, мы ее не будем делать. У нас уже достаточно количества. Мы просто провяжем резиночкой 1 на 1. То есть 105 петель.
равномерно набрали 20 петель. Теперь переворачиваем на лицевую сторону и будем сейчас с вами вязать узорчик наш. Узорчик у меня будет вот такой. У меня есть мастер-класс по этому узору. Вот образец этого узора. Мне очень нравятся эти рельефные дорожки. Вот, и я их решила применить для беретика. Итак, узор такой. Значит, кромочную снимаем. Изнаночная. Смотрите, 2 петли у нас с вами, да? Мы первый ряд сейчас делаем узора. Значит, вот эти 2 петли после изнаночной вытягиваем за второй петлей вот так нить, да? Делаем накид и 2 петли вместе провязываем лицевой. Снова делаем изнаночная, 2 петли, вытягиваем за второй вот такую нить, делаем накид и 2 петли провязываем вместе лицевой. Опять изнаночная, 2 петли, за второй вытягиваем нить, делаем накид, 2 петли провязываем лицевой, изнаночная, так, продолжаем. Сделали изнаночную, через 2 петли вытягиваем нить, делаем накид, 2 вместе лицевой, изнаночная, пропускаем 2 петли, после второй вытягиваем нить, делаем накид, 2 вместе провязываем эти петли, лицевой, опять изнаночная, через 2 вытягиваем нить, делаем накид, 2 вместе эти петли провязываем лицевой, изнаночная. И так до конца ряда. Связали до конца ряда, первый ряд, да? Переворачиваем. Я взяла спицы номер 5, были 4,5. Для узора решила взять побольше спицы. Так, и смотрите, что у нас получается. Первую кромочную снимаем. То есть это сейчас у нас второй ряд нашего узора. Лицевая, изнаночная, 2 петли снимаем, не провязывая нить перед работой. Вот так. Опять лицевая, изнаночная, 2 следующие петли снимаем, не провязывая нить перед работой за задней стенки. Вот так снимаем, видите? Опять лицевая, изнаночная, нить перед работой, снимаем 2 петли, не провязывая за задние стенки. Лицевая, изнаночная, снимаем 2 петли, не провязывая. Лицевая, изнаночная, 2 петли снимаем, не провязывая. Нить перед работой. Продолжаем. Третий ряд нашего узора. Переворачиваем наше вязание, да, на лицевую сторону. Смотрите. Изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, лицевая. Дальше опять изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, лицевая и так далее. Продолжаем вязать до конца ряда. Четвертый ряд. Четвертый ряд. Переворачиваем на изнаночную сторону. Четвертый ряд вяжем. Значит так. Первую кромочную снимаем. Лицевая. Лицевая. Вводим петлю. За вот первая петля, да, вводим петлю за эту, значит, правой спицей.
И провязываем 2 вместе лицевой за задней стенки. Опять лицевая. Правую спицу мы вводим вот сюда, за первую петлю, вытягиваем нить и провязываем 2 вместе лицевой за задней стенки. Лицевая. Вводим за первую петлю нить, вытягиваем и 2 вместе лицевой провязываем за задней стенки. И так далее, да? Смотрите. Вот такой мы делаем с вами движение руками. Это 4-й ряд. Лицевая, вытягиваем петлю, 2 вместе лицевой за задней стенки. Лицевая, вытягиваем петлю, 2 вместе лицевой за задней стенки. Лицевая, вытягиваем петлю, 2 вместе лицевой за задней стенки. Лицевая, вытягиваем петлю, 2 вместе лицевой за задней стенки. 4-й ряд. Продолжаем вязать до конца ряда. И вот мы с вами провязали раппорт полный, высоту 4 ряда, да, нашего вот этого узора, наших вот этих рельефных дорожек, вот таких шикарных дорожек. И сейчас у нас снова 1-й ряд, да, 1-й ряд, и мы продолжаем чередовать теперь ряды, то есть опять помните, да, 1-я изнаночная, вот так мы вытягиваем после 2-й петли ниточку, делаем накид, 2 вместе лицевой за задней стенки провязываем. Опять изнаночная, через вот эти, после этих 2 вытягиваем нить, делаем накид, 2 вместе лицевой за задней стенки, изнаночная и так далее. И мы с вами вяжем вот такие шикарные дорожки, высоту продолжаем вязать. Таким образом мы будем вязать с вами, давайте, 12 сантиметров высоту узорчиком нашим. И затем будем с вами убавлять. Смотрите, когда 11-12 сантиметров провяжем, обязательно закончите полный раппорт, то есть 4 ряда, чтобы у нас с вами на спицах оставалось 105 петель, потому что, ведь вы поняли по узору, в процессе вязания у нас количество петель постоянно увеличивается, да? Вот. И потом только в 4-м ряду оно приходит к начальному состоянию 105 петель. Поэтому эта особенность, не забывайте, прежде чем прийти к убавкам, у вас на спицах должно снова оказаться 105 петель. Делаем убавление. Провязали мы с вами, смотрите, 12 сантиметров высоту нашим узором рельефным. И сейчас мы будем делать с вами убавление. Убавление, 1-й ряд по лицевой стороне у нас будут идти. Вот. И я, значит, объясняю, поскольку уже начала эти убавления делать. Смотрите, мы вяжем с вами изнаночную, 2 вместе лицевой, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, 2 вместе лицевой, изнаночная, 2 лицевые. И так чередуем, да? Понимаете? Сейчас еще раз показываю. То есть вот мы начали как бы ряд. У меня количество петель сейчас такое расположение, как в начале ряда было. То есть я делаю изнаночная. Здесь меняю направление петли, 2 вместе лицевой, изнаночная, 2 лицевые, снова изнаночная, меняю направление петли, 2 вместе лицевой, изнаночная, 2 лицевые за передние стенки, снова изнаночная, 2 вместе лицевой, изнаночная, 2 лицевые. Таким образом мы провязываем с вами до конца ряда эти убавления и в такой последовательности вяжем сантиметра 2. То есть
смотрите, что у нас получилось. То есть мы провязали в такой последовательности, как я вам сказала, убавление. Это первое убавление. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. И здесь вяжем, как смотрят петли. Да? А петли у нас смотрят. Значит, первая у нас идет лицевая, 2 изнаночные. Дальше опять лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. Снова вяжем. Лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. Вот. И с лицевой стороны у нас будет с вами вот такая вот резиночка вырисовываться. И мы с вами провяжем вот такой резиночкой сейчас сантиметров 2. Давайте. Вторая убавочка у нас с вами идет. Провязали мы 2 сантиметра, как договаривались. И вторая убавочка у нас тоже по лицевой стороне пойдет. И будет она следующим образом выглядеть. Мы снимаем кромочную, вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная. И там, где у нас с вами было 2 лицевых, теперь мы будем провязывать 2 вместе лицевой. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой. Вот таким образом будем вязать до конца ряда, так провяжем. И также на высоту сделаем 2 сантиметра. Такой резиночкой провяжем. Ну, 2 сантиметра в нашем случае это получается 3 ряда. То есть, не считая вот этого, будет изнаночный ряд и лицевой ряд, потом еще один изнаночный ряд. И мы с вами снова встретимся для дальнейших убавок. Я посчитала, у нас получается с вами после вот этих вторых убавочек 71 петля на спицах. Смотрите, вот так у нас сейчас будет резиночка с вами 1 на 1. Я предпочитаю перейти на более мелкие спицы. Я опять беру 4,5, как мы начинали с вами, спицы. Вот, и у нас получается по изнаночной стороне вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы свяжем с вами еще, значит, получается 3 ряда, 71 петля. Вот так. Итак, теперь у нас сейчас будет третья убавочка. И третью убавочку мы будем делать, провязывать все петельки вместе. То есть, смотрите, 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой. Вот это изнаночная, так у нас первая изнаночная так и провязалась. И вот таким образом посчитаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Сейчас у нас с вами 37. Сейчас мы переворачиваем, значит, на изнаночную сторону и просто провязываем изнаночными петлями все наши 37 петель. Просто изнаночными петельками провязываем. И в лицевом следующем ряду будем делать еще убавление. Таким же образом будем 2 вместе провязывать, 2 вместе. Так. И заключительное у нас с вами убавление идет. Сейчас, смотрите, 37. И сейчас мы будем снова провязывать все как 2 лицевых вместе, да? То есть кромочную снимаем и начинаем 2 вместе, 2 вместе лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну, тут уже несущественно, пусть будет 19. Так. И вот теперь у нас с вами 19 получилось петелек. И мы будем сейчас с вами стягивать макушечку нашего беретика. Каким образом мы это сделаем? Я это делаю с помощью несколько способов есть на самом деле. И с помощью крючка можно. Но я сейчас, в данный момент, хочу это сделать с помощью, затянуть с помощью иголочки, с ниточкой. Собираю макушечку. Смотрите, я перевернула на изнаночную сторону. Вот. Иголочка у меня с ниточкой. Я обрезала кончик, оставила для сшивания ниточку. И вот сюда сейчас в первую петелечку завожу я иголочку и снимаю со спиц. Снова какое-то количество завожу и снимаю. Так. И дальше также. Когда у меня все окажутся мои петельки на ниточке, я затяну макушечку. Так, у нас здесь ниточка с пайеточками. Вот, они вот тут иногда, видите, соскакивают. Ничего страшного. Мы аккуратненько попробуем. Если пайеточки будут мешать, лучше, наверное, от них избавиться, потому что толку от них никакой. Их лучше срезать, наверное, чтобы они не препятствовали стягиванию нашей макушечки. Видите, пайеточки мешают. Они, конечно, красивые, но в таком деле, как сшивать, стягивать макушечку, они оказались небольшим препятствием. Так. Конечно, если бы их не было, это выглядело бы намного проще. Я избавилась от всех пайеточек. Пришлось мне их, значит, обрезать, потому что не шла нитка через маленькие крошечные петельки. Вот смотрите, стянули мы с вами макушечку, да? Переворачиваем на изнаночную сторону, и надо будет сейчас сделать аккуратный шовчик, так, чтобы совершенно ничего не было заметно в нашем с вами
вязания. Вот какая сейчас будет перед нами стоять задача. Обычно я использую при сшивании шов назад иголка. Я попробую это сейчас посмотреть, как это будет выглядеть. Но вначале мы нашу макушечку стянутую сейчас должны вот так. Ага. Не все пайеточки были удалены. Так, мы сейчас ее закрепим. У кого такая же пряжа с пайеточками, советую вам всю ниточку избавить от них. Это существенное препятствие при сшивании. Они в неожиданных местах начинают вредить. Все не получается. Обязательно какая-нибудь одна появится. Стягиваем макушечку и закрепляем ее. Так, сделали. Посильнее ее так стягиваем. И вот так фиксируем. Так. Вот такая она у нас маленькая получается. Совершенно затянутая, утянутая. Вот такая, видите, да? Посильнее ее утянем. Так, а теперь попробуем сшивать. Сшивать будем все-таки, пока я попробую своим способом, каким я обычно это делаю. Значит, мы соединяем наши узорчики, чтобы резинка с резинкой совпала. И делаем такой шов. Назад иголочка я его называю, смотрите. Так. И вот так назад иголочка у нас возвращается. Все-таки эти пайеточки, хоть одна, но останется, да? Так. И вот так это выглядит. Вот именно вот в эту изнаночную дорожку у меня входит нитка туда-сюда. А здесь она идет по лицевой дорожке. Так, обязательно должны у нас рисунок с рисунком совпасть. Изнанка по изнаночной стороне. Так. Вот таким образом я сшиваю свою шапочку сбоку. Ниточка у меня с иголочкой идут вот так, видите, назад, вот. Назад возвращается каждый раз. И не утерпела. Я перевернула, значит, на лицевую сторону, как у нас шовчик получается. Но мне нравится, смотрите, ничего не видно, да? Шов совершенно не виден. И узорчик у нас как будто так и должно быть, да? Вот, видите, не видно. Потому что шов идет по изнаночной стороне. То есть по изнаночным петелькам, вот по этим дорожкам изнаночным. Поэтому смело продолжаем сшивать наш беретик. Так.
конца. Сейчас мы здесь, это у нас ниточку, надо было ее еще давно убрать, это кончик наш. Так, и сейчас мы с вами зафиксируем наш шовчик. Так. И посмотрим, что у нас получилось по лицу. Отрежем ниточку, которую потом заделаем, да? Кстати, это тоже такая длинненькая нам не нужна. Так, и давайте посмотрим, какие у нас там получились дела по лицу. По лицу. Так, по лицу получились прекрасные дела. Вообще ничего не заметно. Смотрите. Фокус. Мокус. То есть ничем не отличается, что со швом, что без шва, да? Как бы вот так. И здесь аккуратно макушечка получилась. И здесь у нас все очень аккуратно сшилось, беретик. Так. Ну и осталось у нас с помощью крючка заделать ниточки, и беретик готов. Ниточки заделываем с помощью крючочка в шовчик, скорее всего, лучше будет менее заметно. Эти пайеточки, они очень неприятненькие в плане сшивания, очень мешают все время. Так, ну что ж, не будем загружать, как говорится, наш кадр. Ниточки вы берете без меня. Теперь, что касается нашей макушки, она получилась вот такая. Посмотрите, ровненькая, интересненькая, аккуратненькая. Так, и вот такой у нас получился здесь пышненький узорчик. Очень красиво, еще так все блестит. Смотрите, шва не видно совсем. Вот он, вот этот шов наш, его не видно. Береточка получилась довольно объемная, прекрасная. Значит, на обхват головы здесь по резиночке она у меня получилась на 56-58. То есть, если у вас головка маленькая, 54 обхват головы, то вам нужно набирать, значит, ну, получается, сейчас там нужно будет пересчитать, потому что здесь же раппорт у нас узорчиком. А так, прекрасный получился беретик. Давайте померяем его. Сколько же он у нас получился по диаметру. Сейчас. По диаметру беретик получился 27 сантиметров. Нормально. Как раз то, что нужно, объемный. Ну что ж, мои дорогие рукодельницы, связали мы с вами этот же беретик, теплый, рельефный, объемный, очень быстро вяжется. Его можно связать, собственно говоря, часа за 3. Вот. Узор опробовали, который у меня был на образце. У меня есть мастер-класс по этому образцу. Вот. И давайте до новых встреч. Будем еще что-нибудь придумывать. Будем вязать новые береты, новые шапочки, тапочки различные, носочки. Что-нибудь небольшое. Ну и, наверное, иногда будем вязать что-нибудь красивое и большое, типа жилетов, кардиганов, джемперочков. Подписывайтесь на мой канал, заходите, интересуйтесь какими-то новинками, подпишитесь, поставьте лайк. Буду очень вам благодарна за лайк. Это поднимает рейтинг видео, если кто не знал. Если
у вас будет возникнуть такое желание меня отблагодарить, поставьте мне лайк под видео.